Друзья, всем мексиканский привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы находимся на высоте 2700 метров. И сегодня мы посмотрим природные и культурные достопримечательности 3 городов штата Идальго. Из города Керетаро мы приехали в город Минераль-дель-Монте, где проведем пару дней и покажем вам этот город и ближайшие достопримечательности. Заехали мы в отель, который называется Hotel Paraíso Real. Здесь 3 этажа, находится в красивом здании историческом. Здесь наша машинка, парковка, очень красивая здесь терраса, на которую можно выходить. Пройдем внутрь отеля. Здесь любезно встречает девушки, быстро заселяют. Hola. Здесь находится ресторан. Слева от ресепшена находится еще комната отдыха. Несколько диванчиков, телевизор, музыка. Здесь висит картина с нарисованным отелем. В отеле всего 3 этажа. Он небольшой. На каждом этаже есть отдельный роутер, чтобы стабильно работал Wi-Fi. И на 3-м этаже находится наша комната, в которую мы сейчас пройдем и посмотрим ее. Пройдем в наш номер. Просторный, большая кровать, king size размера, удобный матрас, есть бра, комната светлая, украшенная картиной. На картине изображен город, в котором мы сейчас находимся. Есть шкаф, чтобы разместить все свои вещи, телевизор. Также есть еще тумбочка. И, кстати, на тумбочке нас ждал такой приятный момент в виде таблички с названием нашего канала. Хоть и с ошибкой, но все равно очень приятно. Из нашего номера открывается красивый вид на центр. Небольшая терраса. Также здесь удобная парковка. Стоит наша машинка припаркованная. Там центр и основные достопримечательности. Пройдем в душевую комнату. Раковина, унитаз, полотенчики. Есть и душ, и еще есть большое джакузи. Сейчас мы пришли на завтрак при нашем отеле. Здесь можно выбрать одно из 4 блюд. Либо классические яйца, в разном его оформлении. Вот я, например, взял себе яйца по-мексикански. Либо взять классический мексиканский завтрак. Вот Томочка взяла себе чилакилес. Также нам уже принесли фрукты, кофе. Поэтому вкусно завтракаем и идем гулять. Папайя, дыня с небольшими злаками. И все это дело в кленовом сиропе. Необычное сочетание, но очень вкусно. Кирилл заказал себе яйца по-мексикански. Это яйца, жареные с добавлением томатов, перчика. Подается с фасолью, сыром. А у меня здесь чилакилес. Это начосы с курочкой в красном соусе, тоже с сыром и авокадо. Поскольку наш отель располагается в самом центре, то далеко до достопримечательностей этого городка нам идти не пришлось. Здесь мы видим фонтан в парке, но сейчас он не функционирует. Но в любом случае очень красивое сооружение. И совсем рядом также располагается церковь Богоматери Розалии. Городок, в котором мы с вами находимся, называется Минераль-дель-Монте. Здесь мы видим его сокращенное название Реаль-дель-Монте. Реаль-дель-Монте – это небольшой шахтерский городок, который добывает серебро и золото. Население в нем чуть больше 10 тысяч человек. А здесь мы можем наблюдать его основные достопримечательности. На улочках этого города мы можем видеть многочисленные палатки с серебром. Вот сейчас продавцы раскладывают свои товары. Ну а мы с вами пришли попробовать знаменитое блюдо этого города, которое называется пастес. Но это вовсе не макароны, как можно было подумать. Пастес – это местные пирожки. В этом городе настолько популярны эти пирожки, что можно увидеть магнитики с их изображением.
Такой вариантик, например. Или вот такой. Вообще говорят, что здесь около 30 кафе, которые продают пирожки, даже производят их. Мы выбрали самую старинную, 1975 года, называется Базас Эль Портал. И тут есть пирожки с различными начинками. Вот, например, есть с фасолью. Моли верде, моли роха — это какие-то местные соусы. Тинга — это курочка. Есть сладкие пирожки. Самое оригинальное — это картошка с мясом за 22 песо. Есть еще вот интересный вкус. Это ежевика с сыром. Мы выбрали как раз его за 25 песо. Спустя, наверное, минут 5-7 нам уже принесли наши пирожки. Мы заказали себе несколько и будем все дегустировать. Итак, первый — это курочка и томаты с сыром. Очень нежно, мягко. Смотрите, какая начинка. Там идут томаты с лучком и курочка. Пирожки горячие, вкусные. Давайте еще разочек откусим. Давай приступай к другому. Я тоже хочу кушать. Так, еще один пирожок. Следующий. Это у нас классический с картошкой и мясом. Да, давайте пробовать. Пирожки очень горячие. Очень много начинки. Ты посмотри, просто. Я вижу. Похоже на наш, нет? Отличаются. Не могу сказать чем, не могу понять чем. Я знаю, что эти пирожки сравнивают с эмпанадосами, да, которые в Южной Америке, а также сравнивают с мини-чебуреками, которые в Великобритании. Вот. Ну, великобританских попробовать не удалось, поэтому сказать сложно, но в начинке очень много и картошечки, и мяса, и зелени, и лучка. Помимо самих пирожков нам еще принесли закуску в виде маринованного перчика халапеньо. Он подается здесь с морковкой, ну, в общем, различные заправки. На самом деле очень вкусно и пикантно. Ну, а мы тем временем продолжаем дегустировать пирожки. Третий на очереди — это гавайский с ананасом, с ветчиной и сыром. Да, вот это, наверное, более классический, более стандартный пирожок, потому что такое сочетание мы знаем, там, где ветчина и сыр, то есть, ну, классика. На десерт у нас сладкий пирожок традиционный с сыром и с ежевикой. Посмотрите, как внутри это выглядит аппетитно. Пирожок очень горячий. Его готовили нам дольше всего 15 минут. Ну что ж, это очень вкусно. Сытный десерт. После вкусных традиционных пирожочков мы вновь вернулись к нашему отелю. Сейчас садимся в машину и едем в другой город штата Идальго. На этот раз он называется Уаска де Окампо. Мы приехали к одному очень необычному месту. Это базальтовые призмы вулканического происхождения. Проходим многочисленные палаточки с сувенирами, ну а также с напиточками. Да, и мичеладос, как обычно, здесь и мохито, и пинаколада, все на ваш вкус. Сами базальтовые призмы располагаются в красивом парке, по которому мы сейчас с вами гуляем. Заплатили также за вход 100 песо с человека. Прямо под нами те самые базальтовые призмы Санта-Мария-Регла. Это уникальная природная достопримечательность этого района.
Базальтовые призмы – это застывшая лава в виде шестиугольных колонн, которая была образована в результате извержения вулкана миллионы лет назад. Можно также спуститься в самый низ ущелья и наблюдать, как стекает вода из соседней плотины, образуя каскады из водопадов. Снизу можно любоваться не только красивыми водопадами, но и огромными шестиугольными колоннами. Уже на выходе мы решили попробовать местные деликатесы. В данном случае это манго-ядос. Вот здесь, видите, наверху написано. Это просто замороженный лед с манго, а внутри соус чимоя. Но это Томочка такое любит. Мне нравится, потому что это и кислое, и острое, и сладкое одновременно. Такой напиточек стоит 80 песо. Вкуснотища. Там все-таки манго или манго и ананас? Ну так не чувствуешь, вроде бы просто манго. Пол напиток, пол еда. Также в соседней палаточке мы решили взять еще один напиток, который называется конторита, на основе текилы и сока, в данном случае апельсиновый. Иногда добавляют грейпфрутовый. Также стоит 80 песо. Очень вкусно, освежающе. И еще цена напитка зависит от текилы, которую вы добавляете в этот коктейль. То есть иногда коктейль может стоить 80 песо, а иногда 200 песо, если вы какую-то качественную текилу захотели добавить в коктейль. Но я думаю, смысла нет, потому что все-таки разбавленный соком вы не так сильно почувствуете разницу. Также в этом парке, в городе Васко-да-Окампо, есть зиплайн, по которому можно прокатиться над ущельем или зайти в музей. Сам музей небольшой, его можно обойти буквально за 5 минут. И, наверное, центральной экспозицией является макет, на котором изображен вулкан, который извергает лаву. Собственно говоря, она и образовала данное ущелье. В двух городах штата Идальго мы сегодня с вами уже побывали. И сейчас отправляемся в третий, который называется Пачука. На протяжении практически всего горного участка дороги между городами идут ремонтные работы. Поэтому вместо положенных 40 минут мы добирались до города Пачука больше часа. Сейчас мы доехали в самый центр города Пачука. И здесь даже нашли бесплатную общегородскую парковку. И в чем ее особенность? Тут же мы встретили местного то ли парковщика, то ли полицейского, который пишет фломастером время, на которое вы здесь останавливаетесь. Здесь дата и время. То есть здесь возможно останавливаться только на 1 час. Об этом гласит знак, которым вы также проезжаете. Поэтому время вот регламентируется и ровно 1 час. Видимо, спустя 1 час будут к вам применены какие-то санкции. А вот, собственно говоря, и полицейский, который отмечал парковочное время нашего автомобиля. Гуляя по площади Независимости, здесь большие красивые буквы и также монумент с часами. Эта башня с часами была построена в начале 20 века, имеет высоту около 40 метров, а сам циферблат порядка 4 метров. Также за отдельную стоимость можно подняться на самый верх.
Сейчас мы зашли внутрь башни, чтобы узнать, можно ли туда подняться наверх. Нам сказали, что сегодня проходят то ли митинги, то ли праздники какие-то, поэтому сегодня сделать это невозможно. Но в обычные дни, пожалуйста, поднимайтесь наверх и любуйтесь обзорной площадкой. В обычные дни у этой башни есть два вида билетов, чтобы подняться наверх. Есть обычная обзорная площадка за 20 песо. Можно подняться еще выше, посмотреть на механизм часов, чуть ли не постучать в колокол. Ну и также, естественно, насладиться видом на город. Это уже стоит 60 песо. После небольшой прогулки по площади Независимости садимся в машину и едем дальше смотреть красивые цветные домики в этом районе. Власти Мексики решили бороться с преступностью очень необычным способом. Они выбрали один из самых опасных районов и решили его разукрасить. Сейчас мы находимся на пешеходном мосту, откуда лучше всего открывается вид на цветные домики. А теперь мы обратно вернемся к заправке, где припаркован наш автомобиль, и попробуем заехать вглубь этого района. Припарковали мы свой автомобиль в этом районе, и сейчас немного прогуляемся. Когда мы стояли на обзорной площадке, то мы видели, как все эти домики образуют единую фреску. А сейчас, когда подъехали ближе, видим уже отдельные элементы рисунков. Цветочки, пчелки. Очень красиво. Район Палмитас, в котором мы с вами находимся, расположен на высоком холме. Я даже не представляю, как на самый верх добираются местные жители. Каждый день съезжают с домов, потом обратно возвращаются. Уклон здесь очень-очень крутой. Стены домов разрисованы в стиле граффити. Занимались разрисовкой немецкие художники. Также они придумали эту единую концепцию, а помогали им во всем местные жители. Сегодня мы побывали в 3 высокогорных городах штата Идальго. Добавляйте яркие краски в свою жизнь. И не забывайте ставить нам лайк, пишите комментарии и всем до новых встреч. Скоро увидимся в Мексике!